Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут София. В этом влоге мы отправляемся на продолжение рождественских каникул в Будапешт. На данный момент я нахожусь в Праге, но буквально через 4 часа у меня уже самолет. Пока мы туда добираемся, напишите, если вы были в Будапеште, если вам понравилось или вы хотите посетить. И если вам интересно, то оставайтесь с нами, и мы поехали! Добрались до нашего, как заявляет вот этот знак, дома. И я просто хочу показать эту потрясающую квартиру. Мы знали, на что мы подписывались, но как оно выглядит в реальности, это новый уровень. Это Макс, между прочим, который счастлив. Все это выглядит, как будто мы живем в картинной галерее. Вся одна часть, между прочим, we got to appreciate Christmas setting. Очень так классно. Вторая часть картинной галереи начинается вот здесь вот и заканчивается вот этими огромными свечками. Чтобы вы понимали, свечка, я даже не могу ее обхватить рукой. Еще очень классная вещь – это вид из окна. Я думаю, при дневном освещении это будет еще лучше. Вот из этого окна у нас даже виден парламент. У нас есть даже письменный стол. Количество картин. Я надеюсь, что они не упадут на нас. Max, what are your thoughts about this flat? What the fuck is that? That flat is a museum and I don't know, like historical living room of, I don't know, a monarch or something like this. I agree. It's wild. Я честно скажу, мне очень нравится это место. Напишите обязательно, если у вас были такие экстравагантные Airbnb или, может быть, что-то на букинге. А мы сейчас отправляемся в магазин, либо в кафе, потому что время уже много, мы все голодные. И завтра у нас будет полноценный первый день, где мы отправляемся на free walking tour, то есть на бесплатный тур. Здравствуйте, добрый вечер. Мы замерзли. Мы успели поесть, было вкусно, но не то, что прям рекомендуем от души. Но погода просто, там даже не было ветра, но мы замерзли около реки, потому что мы решили сделать круг, пройти мимо реки с двух сторон. И это была не самая лучшая идея. Shafi, how do you feel? Frozen to death? Although I feel my hands and fingers. Now again, yes, I agree. Previously, not necessarily. Лучшее начало дня – это начало дня вот с таким видом из окна. У нас тут происходит завтрак благодаря Максу. Он сходил в магазин, купил вот такой капучино. У нас есть латте. У нас есть очень такой суровый салат с 2 моцареллами. Так они посчитали их, 3 помидорами. Метуя о том, как было холодно вчера, мы сегодня, я по крайней мере, в 2 майках, свитере, получается, куртке, потом еще леггинсах, штанах, перчатках. В общем, я думаю, мы сегодня должны пережить все эти 2-часовые прогулки.
Very excited. Мы только что закончили с туром. В основной части это, если не ошибаюсь, парламент. Мы были ночью с другой стороны, поэтому здесь у нас более такая непубличная сторона. Тур оказался, как обычно, очень классный, интересный. Мы ходили 2,5 часа без остановки, и у нас теперь есть куча мест, которые мы планируем посетить. Макс сейчас тоже поделится своим impression about the tour. So far, I have to say I really like Budapest. It's a very nice city with a lot of old architecture, or at least old style architecture. Even though a lot of this is still under construction, maybe like in 5 to 10 years it will be even more beautiful. But for now, it's already amazing. Еще у нас в течение тура как будто был урок венгерского. Сначала нам раздали вот эти вот такие важные слова, а также основная еда, которая популярна в ресторанах. Подумали, что это была бы потрясающая идея воспользоваться рекомендационом с этого листа. Мы пришли, зашли, и нам сказали, а вообще-то у нас все места уже расписаны за месяц. Я не знаю, кто вообще умудряется расписывать это все за месяц, мы явно нет. Поэтому мы пошли в какой-то другой ресторан, поели, в моем понимании, немножко переоцененной еды. Там даже был 12% дополнительный сервис. Это во многих ресторанах здесь есть, что 12 или 12,5% минимум вот этот вот сервис. Но мы заплатили, теперь мы счастливы. Двигаемся к замку, которого не видно, но он там есть. Кстати, напишите в комментариях, кто знал, что, оказывается, Будапешт — это как два города, соединенных в один. Буда и Пешт. Для меня это было открытие буквально на прошлой неделе. Сходить в Lidl и купить на сегодня на ужин тортеллини, не веганский и веганский. Время уже чуть больше 6, мы вернулись домой и больше сегодня никуда не собираемся идти, потому что мы все уже устали, у нас 15,5 тысяч шагов. И сегодня мы посмотрели как бы основную часть. Завтра к нам приезжает Вика внезапно. Мы с ней все время встречаемся в каких-то разных местах во влогах. Это была совершенно незапланированная поездка. Они спонтанно решили поехать в Будапешт. Мы решили спонтанно поехать в Будапешт. И вот мы здесь спонтанно в итоге встретимся. Друзья, всем доброе утро. How are you doing today, Max? So far, so good. Ready to conquer Budapest. Yeah! Let's go! Мы в первый день стояли и гуглили, как переводится вот этот вот гомб.
это на самом деле открыть дверь, но мы переживали на всякий случай, вдруг это бум, и мы взорвем наш целый дом вот здесь вот, потому что это электрощитовая часть. Тар-та-тар-та-тар-та-та. Чувствую себя репортером на National Geographic, но это самое старое дерево в Будапеште. Ему больше 230 лет, по крайней мере, так нам рассказали на туре. Честно, я считаю, что оно вообще не похоже на какое-то живое дерево. Они его поддерживают вот этими конструкциями, но оно все еще здесь стоит, и они им гордятся. Мы шли весь этот путь, чтобы узнать, что статуя закрыта, и мы не можем к ней подойти. Мы смотрим на статую свободы через решетку железную. Через Очень призму здорово. решетки. Через призму решетки. Но Макс нашел решение. Мы смотрим на это сквозь решетки, тут даже 2 решетки, чтобы мы ничего не увидели. Мне кажется, мы просто обснимали абсолютно весь Будапешт с птичьего полета. Это просто невероятно, сколько у нас уже есть этого футаж. Отправляемся сейчас в надежде, что у нас будет столик, потому что, как это обычно выясняется, онлайн-то резервация есть, но они должны подтвердить. А сейчас здесь столько много народу, а нас 5 человек, что будет, может быть, так сказать, большой шанс, что мы не получим столик. С надеждой в сердце мы направляемся на следующем повороте направо. Вот. И как раз мы идем по такой замечательной улице, очень атмосферной, тоже много людей, но тут такие интересные магазинчики, живая музыка была. Еще что здесь очень прикольно, здесь вот такие маленькие улочки. Не, конечно, как в Италии или как в Венеции, но все равно они такие маленькие, но в то же время не грязные, что очень классно. Такие милые, такие прикольные. Мы перекусили, закупились в Lidl, в котором мы стояли просто в очереди минут 15. Мы по магазину гораздо меньше ходили. И отправляемся сейчас уже обратно в наш Airbnb. Карты показывают, что нам идти 45 минут, поэтому мы посмотрим на ночной Будапешт, который на самом деле очень красивый. Может быть, вот эта вот подворотня не самая классная, но те места, которые очень красивые, там просто невозможно снимать, потому что там огромная куча народу. Crazy.
У нас сейчас есть экспертное и неэкспертное мнение об Будапеште. Начнем сначала с Вики. Вика, как тебе вообще первый день, твои первые впечатления? Спасибо большое за предоставленное мне слово. Как неэкспертный эксперт, я могу сказать, что Будапешт очень заинтриговал в первый день. Мы прошлись по многим архитектурным местам, уже успели. Вот, и они оставили по себе такое приятное lingering чувство. Вот, то есть хочется вернуться и посмотреть поточнее, что же там вообще такое. Передаю слово моей хорошей подруге Еве. Вот, мы ее вообще, я не знаю, уже всю вечность тебя знаю, поэтому самый экспертный эксперт в этом плане, с очень доверительным мнением. Благодарю за переданное слово. Я в Будапеште уже не первый год. Изучила место с ног до головы. Мне очень нравится город, очень нравятся люди, очень приветливые, кстати говоря. Что было удивлением, потому что сложился такой шаблон, что венгры не очень приветливые, да. Но это оказалось не так. Очень приятно. И вообще новогодняя атмосфера здесь царит просто сказочная. Поэтому очень рекомендую Будапешт. В любое время года найдете здесь очень много интересного. Я тоже хочу высказаться, потому что мы в Будапеште всего лишь пару дней, но я прям абсолютно поддерживаю. Архитектура чудесна. Ты ходишь и не знаешь, куда смотреть на самом деле. То есть куда у тебя убегают глаза. Конечно, не на этой улице, но, в принципе, на основной, где... как называется, promenade, на набережной. Поэтому я считаю, что Будапешт абсолютно стоит того, чтобы посетить, и в новогоднее время, то есть вот в зимнее время, он очень классный, потому что есть некоторые города, которые ты смотришь и думаешь, господи, лучше приехал летом, а здесь прям хорошо можно провести время зимой. Да, я полностью поддерживаю все вышесказанное, скажем так. Мы отпускаем теперь Вику и ее подруг дальше пьянствовать. Спасибо. Мы культурно отдыхаем. Да, это культурный отдых в Будапеште, Да. а мы отправляемся все-таки дальше на Хаузе домой, потому что их мы встретили абсолютно случайно и решили взять, как сказать, advantage от того, чтобы с ними поговорить. Прекрасно. Поэтому будем рады следующей встрече. Schönen Abend. Просто. Всем доброе утро! Мы уже вышли сегодня в такой туманный Будапешт и отправляемся на тур по еврейскому гетто. Внезапно мы решили туда попасть, потому что другой тур, такие секреты Будапешта, был отменен самим тургидом, и поэтому мы сегодня отправляемся снова в центр, и наш основной план — попасть на тур, а потом мы отправимся в парк, который такой центральный парк Будапешта, где мы просто пойдем на самом деле гулять, потому что все основные красоты мы уже видели. Мы добрались до тура, все вовремя, как обычно, прям четко вовремя, но так как мы все время кого-то ждем, мы точно вовремя. У нас тут было проведено решение, и мы купили билеты в Пизу, и потом у нас была идея, что мы полетим обратно из Венеции в Берлин. Так что, ребята, я думаю, нас всех ожидает еще один влог или парочку, в зависимости от того, как пойдет, но уже в марте. Мы пытаемся отогреться после тура. Я не чувствую ни пальцев, ни ног, поэтому мы сидим в каком-то таком полуразрушенном баре и пытаемся найти место, куда мы можем сходить, попить хотя бы что-то горячее. Тур оказался тоже, как обычно, интересный. Мы заходили, точнее, мы не заходили, мы ходили вокруг синагог, но они все очень платные. Мы были, конечно, в этом плане не удивлены, потому что каждая синагога, здесь и правильно ее просклоняла, везде стоит в районе 30 евро. Сейчас мы сидим в каком-то полуразрушенном баре, то есть такое специальное место, которое как бы бывшее разрушенное, не знаю, там сарай. И здесь, получается, есть куча баров. Max, what do you think about the tour? Yeah, I quite liked it. It was a quite well thought through tour. A lot of new information about the history of Jews in Budapest or Hungary in general.
я продолжаю корреспондировать как настоящий корреспондент CNN. Мы доехали до, получается, это парковая зона, но похоже на самом деле, как, знаете, есть в Берлине музеум Инзель, то есть такое место, где огромное количество музеев, и там вот такая площадь, и вот это вот оно на самом деле. А мы еще проехались во второй раз, теперь уже с полным осознанием линии метро. Это самое старое метро в Будапеште и вообще в Европе, за исключением лондонского. Оно такое трясущееся, мы едем и не знаем, доедем ли мы куда-нибудь или нет. И еще есть линия ЮНЕСКО, но это трамвай, который идет вдоль Денау. На нем мы сегодня не съездили, потому что по ощущениям оно все такое облачно-туманное. И мы сейчас отправляемся гулять дальше в парк, рассматривать красивые здания и, может быть, еще куда-нибудь залезем. Это все очередь на каток, ребята. И там еще за зданием продолжается. Это те, которые пробились. Я хочу оставить здесь такое маленькое напоминание себя. Это дракоша, нет, это динозавр, извините, из Киндер-сюрприза. И пусть он останется здесь, в этой картинной галерее. Выглядит довольно многообещающе. Завтра я в него докидаю остатки вещей. И завтра у нас такой амбициозный план с утра пойти покушать в кафе, потому что нам нужно все равно выезжать из этой прекрасной картинной галереи уже в 10, даже раньше, чем в 10. Поэтому мы отправимся в центр и потом уже отправимся в аэропорт и полетим обратно в Берлин, потому что завтра 30 декабря. И эти прекрасные 10 дней подошли к концу. Такое классное кафе. Если бы мы знали о его существовании в первый день, мне кажется, мы ходили бы в него каждый раз. Бейгелы шикарные, есть веганский вариант, был специально для Макса, и он был потрясающий. Мы даже заказали еще раз его и разделили пополам, потому что было очень вкусно. Друзья, мы уже в аэропорту. Хочу поблагодарить вас за ваше внимание. Если вы досмотрели до этого момента, обязательно напишите в комментариях, что вам понравилось или не понравилось в этом видео. Don't forget to like and subscribe. И мы увидимся с вами уже в следующих видео. Так что всем до скорого и пока!